Привет! Сегодня я анонсирую релиз страницы моей новой игры в Steam под названием «Я не робот». Это забавный 3D-хоррор со всратой графикой про авантюру, которая сулила деньги, но обернулась полным ужасом. После релиза своего предыдущего проекта я немножечко отдохнул, буквально месяцок, и принял решение этот год посвятить маленьким проектам. Я, как обычно это делаю, пошерстил все свои записи на предмет идей и выбрал оттуда парочку. В финале я остановился на идее игры про чувака, который хочет заработать быстренько 300 баксов, и поэтому откликается на очень такое, знаете, шейе, такое стрёмное объявление о быстром заработке. По сеттингу у нас примерно где-то нулевые, может быть, там 2008-2009 год, и довольно небольшой городок. В итоге, еще немножко подумав, я принял решение сделать эту игру все-таки в 3D. Но тут важно пояснение. Construct, это движок, в котором я работаю, Construct 3, он из коробки как бы поддерживает 3D и не поддерживает одновременно. То есть, по сути, там есть функционал для 3D очень урезанный, но полноценно работать с 3D как в Unity и так далее в нем невозможно. Потому что только недавно, буквально пару лет назад, были добавлены возможность добавления простых 3D-объектов, то есть прямо из коробки ничего не надо делать. Также можно приобрести платные плагины, которые позволяют добавлять объекты, ну, любые 3D-объекты, там, монстров, людей и так далее, и даже им делать анимации и так далее. И даже я видел плагин, который может добавлять 3D-физику. Но напрямую в движке из коробки этого ничего нет. Поэтому, исходя из всего этого, я решил попробовать сделать 3D-игру на основе того, что есть все-таки внутри движка из коробки. Почему я это сделал? Мне просто импонирует идея о том, что из определенных ограничений может родиться что-нибудь интересное. Ну или, во всяком случае, довольно стилизованная всратая графика. Ну и в итоге, немного думая, я взял один из своих предыдущих проектов 3D-шных, который я делал для Яндекса. Это была игра про сантехника. Я удалил все оттуда лишнее и начал добавлять простые 3D-формы в проект. Констракт позволяет добавлять коробки, призмы, различные там какие-то искривленные уголочки и так далее. И, естественно, исходя из самых простых форм, я начал добавлять всякие дома в окружении, ларечки, заборы и так далее. Далее очередь персонажей. Сделал их довольно просто. Это просто спрайт в 3D-объекте, который смотрит в нашу сторону при повороте. Но если быть точным, все-таки это как бы 3D-объект, просто у него выключены все остальные стороны. И что еще интересно, в констракте можно вставить, допустим, как просто картинку, да, на одну из сторон 3D-объекта, а можно вставить как текстуру. И это довольно интересно, удобно, потому что можно в полете ее там менять, персонажа, допустим, там сделать анимации. В общем, это намного более интереснее и удобнее. И именно так я и сделал. После того, как я расставил начальных болванчиков по карте, я больше все-таки начал прорабатывать интерьеры комнаты, в которой мы проведем по сюжету наибольшую часть времени. Здесь постараюсь аккуратно во всем рассказать и при этом не заспойлерив ничего. Итак, завязка игры. Игроку обещают заплатить $300 за прохождение тестов, а если быть точнее, определенной капчи. И якобы говорят, что по сути так они собирают анонимную информацию и за это платят $300. Звучит как-то странно, да, и немножко напрягающе. Ну, герой тоже это понимает, но не может с собой совладать. Все-таки 300 баксов есть 300 баксов. Естественно, решение капчи это не единственное, чем в игре можно будет заняться, но обо всем об этом вы узнаете, когда поиграете. Вновь напоминаю, что это планируется довольно маленький проект, то есть точно до часу геймплея. Но даже тут я сделаю вариативность. Хочу сделать так, чтобы игрок мог закончить игру на своих условиях. А что это под собой подразумевает? То есть разные концовочки и, естественно, ачивки за них. По локализации. Тут я не буду допускать ошибки предыдущей игры и буду сразу выходить на максимальном количестве языке, которые смогу впихнуть. На данный момент я подумал и буду, скорее всего, выходить на 7 языках. Опять же, предполагая, что это очень быстрый цикл разработки, то с виш-листами ситуация интересная. То есть, по идее, если будет набирать слабо игра виш-листы, то тогда как бы релиз по расписанию, да. Если будет набирать чуть лучше или даже хорошо, возможно, тогда будет смысл немножко задержаться, да, и поднабрать чуть больше. Но, опять же, каких-то жестких иллюзий я не питаю.
посмотрим, как будет. Да, сразу хочу предупредить, что как только выйдет этот ролик, скорее всего, на этом канале также появятся 2 тизера на русском и английском языке, и в шортсах тоже какое-то время будут пиликать кадры из игры с призывом добавить ее в виш-лист. Ну, в общем-то, база, классика, вы все это прекрасно понимаете и знаете. И, естественно, как всегда, у нас осенью будет фестиваль демок, игр быть. И вот как бы интересно, игра довольно короткая. По идее, демку из нее сделать, наверное, можно, но она получится очень маленькая. Но с другой стороны, пропускать этот фестиваль было бы ультра глупо, и даже не набрать на нем хоть какое-то количество виш-листов. Поэтому пока кручу эту идею, есть все-таки, наверное, момент, как можно сделать демку, чтобы было интересно, хоть немножко раскрыть. Ну, не знаю, вот подумаю. Ну, вот какие-то такие планы на ближайшие 2-3 месяца. А еще далее у нас будет зимний проект, который довольно интересен по своей теме, ну и, в принципе, по реализации. Вот такая вот вам затравочка на будущее. Что ж, спасибо всем, кто смотрит, ставит лайки. А особое спасибо моим бустерам, которые до сих пор меня поддерживают. Спасибо вам, ребят. Ну а всем остальным, как всегда, удачи, всем мир